Всем доброго времени суток. В этом видео я расскажу о изготовлении элементов нестандартной длины. Сразу скажу, идея не моя, подсмотренного Майка Файфера. Ссылка на его канал в описании к данному видео. У ката элементы имеют длину кратную 62 мм. То есть это 62, 124, 186 и 248. Но иногда возникает ситуация, когда элементы стандартной длины не подходят. Например, вот как на модуле развилки, который имеет длину 597 мм и используются два прямых рельса 248, соответственно, расстояние между ними остается 101 мм. Нужно какой-то рельс нестандартной длины. Для конкретно вот этого случая у ката есть вот такой элемент, который 20050. Это элемент переменной длины от 78 до 108 мм. То есть вот таким образом он раздвигается. И, соответственно, на нужную длину его можно здесь раздвинуть и поставить. Но как быть, например, вот с модулем моста, который стандартной длины 310. Самый короткий элемент это 62. Который сюда, ну, есть еще 29 мм, но он нам не подходит, поскольку нам нужен 31. Мы либо делаем, используем элемент 62, и тогда получается, что у нас мост смещен к одному краю, что не очень красиво. Хочется все-таки поставить его посередине. Ну, вот как будет у меня. Нам нужен рельс длиной 31 мм. И этот рельс мы сейчас сделаем сами. Я покажу, как это сделать. Итак, что нам понадобится? Кусок рельса большей длины, из которого мы будем делать необходимой нам длины. Ножовка по металлу. Бокорезы. И бокорезы обязательно с ровной кромкой вот здесь. То есть, видите, грань, вот этот торец, он ровный. Бокорезы вот с такой заточкой, они не подойдут. И сейчас я покажу почему. То есть, если мы вот этими бокорезами будем откусывать рельс, мы получаем с двух сторон вот такой заостренный срез с одной стороны и с вот этой стороны еще больше. Если же мы используем вот такие бокорезы с ровным, то вот срез с ровной стороны, он получается идеально ровный, не заостренный. Итак, отмеряем кусок, который нужно вырезать. Я уже делал, поэтому я знаю, как мне нужно отрезать. И сразу сейчас уже начну резать. То есть мне отсюда нужно вырезать фрагмент посередине, чтобы он был 32 миллиметра. Теперь переворачиваю и делаю уже пропил до рельс. Дальше ножом я прорезаю середину между рельс. И с одной из сторон сдвигаю. И аккуратно отделяю вот этот вырез, который оказался у нас в середине. Еще можно снять для удобства соединители. И теперь просто сдвигаю элементы рядом, предварительно еще удалю здесь неровности.
заусенцы. И проверяю получившуюся длину. Вот чуть меньше мне получилось, но ничего страшного. Можно, когда приклеиваем, будет подправить нужной длины. И теперь по месту устанавливаю этот элемент, который мы сделали. При необходимости вот я его чуть-чуть подвину, поскольку он у меня получился чуть короче, чем надо. И теперь бокорезами откусываю излишки. Все, ставим соединитель. И наш элемент готов. Можно его приклеивать. Вот таким простым способом можно сделать элементы нестандартной длины. Надеюсь, что информация пригодится. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.